Всем привет. В общем-то, парни и девушки, это немножко незапланированное видео. Просто буквально вчера днем вышло большое крупное обновление для третьей части Ведьмака. И все бы да ничего, знаете, подумаешь, что это просто Ведьмак третий, уже давно его все прошли. Но нет, это прям вот, знаете, настоящий Next Gen обновление с поддержкой трассировки лучей RTX и с обновленными Ultra HD текстурами в 4К. И еще есть даже DLSS третьей версии AMD Fidelity FX Super Resolution 2 или просто FSR 2. И еще при этом множество разных исправлений и парочка новых сюжетных миссий. Короче, обновление очень большое и сильно, я бы даже сказал, кардинально меняет визуальную часть Ведьмака, и все это за счет трассировки лучей. Но не стоит как бы раньше времени радоваться, все не так уж и просто, друзья, на самом деле есть проблемы, и в этом видео я протестирую сразу 3 видеокарты, более или менее популярные среди подписчиков, а именно очень бюджетный Radeon RX 6400 от компании, то есть, какая разница, не имеет значения какая компания, эта видяха мне интересна именно из-за поддержки Fidelity FX и стоит, например, на 12 тысяч рублей. Далее у нас будет средняя по бюджету RTX 2060 Super, она примерно чуть быстрее, чем RTX 3050, и можно взять ее сегодня за 23-24 тысячи, найти без проблем можно что-то там китайское вроде этой Colorful. Это очень популярная народная модель 2060 Super, ну и в конце у нас уже выше среднего уровня, это серьезная RTX 3070 Ti от компании Polit. И это, скажем так, не дешевая видяха, стоит она почти 50 тысяч плюс. Это уже премиальный уровень, то есть не совсем доступная для простых людей видеокарта. В общем, у нас 3 видеокарты, одна бичевая, далее средняя и третья просто мощная, не для всех или для всех, у кого есть, в общем-то, 50 тысяч. Это все, что я сумел собрать для этого видео, и тестировать я буду все не на супер мощном компьютере. В этой машине, то есть в моем компьютере нет i9 13900K, что вытащит даже, не знаю, затычку 1030, нет. Здесь я специально решил сделать среднюю сборочку, скажем так, домашнюю, простую такой, то есть простой такой компьютер с i5 11400F и 16 оперативы. Такой процессор могут себе позволить, я думаю, 25-30% моих зрителей. Короче, у нас будет средняя бюджетная сборка с нормальным процессором, и это максимально близко к тому, что доступно для простых зрителей. Обязательно буквально через минутку проведем все тесты, ну а сейчас немножко полезной информации для зрителей. Друзья, ни один год не обходится без Як. Add Another Conference. Это ежегодное событие Яндекса, посвященное разным обновлениям, железкам, технологиям и прочей внутренней кухни компании. Сперва Як проходил в офлайне, потом из-за ковида перешел в онлайн и стал фильмом про Яндекс изнутри. А в этот раз Як 2022 это мини-сериал. Всего 9 серий, и каждая из них про разные направления и сервисы. Я уже успел посмотреть этот плейлист и хочу выделить серии, посвященные open source технологиям и поиску. Интересно было узнать про культуру открытого исходного кода в Яндексе, и, честно говоря, раньше я не знал, что они делятся такими данными, а оказалось, что компания делает это с 2010 года, и ее открытым кодом может пользоваться кто угодно и как угодно. В результате каждый получает пользу, Яндекс развивает свой код, а внешние разработчики могут создавать новые сервисы. Серия про поиск не менее интересная, оказалось, что он не стоит на месте и вообще до сих пор является главным поставщиком технологий для всего Яндекса. Главные герои этих серий те, кто своими руками придумывает сервисы и развивает технологии, и это любопытно. При этом все показано и рассказано простым языком, так что неважно, простой вы пользователь или матерый айтишник, посмотреть Як на канале Яндекс или на Кинопоиске точно будет интересно вам. Ссылки в описании. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем тестировать и сперва закинем дешевку, то есть Radeon RX 6400 на 4 видеопамяти. И у нее, кстати, нет поддержки трассировки лучей, но есть поддержка FSR 2.0, и это приятная новость, потому что RX 6400-то не очень тащила Ведьмака 3 на высоких Full HD, а сейчас хотя бы есть уже шанс. В общем, вначале включаем в лончере только поддержку DirectX 12, далее запускаем игру, и в настройках я выставил все на высокие, плюс при этом включил все эффекты Full HD, но еще при этом включил Fidelity FX Super Resolution, то есть FSR в режиме авто. В общем, это чисто на автомате, чтобы видяха сама определила, что ей оптимально. И как бы да, 6400 без проблем тащит примерно там 50-60 FPS. Кстати, в Ведьмаке 3 после обновления вообще не работает ни один из мониторов вообще, то есть, получается, то есть температуру невозможно показать и фреймрейт на экране, и так, то есть захват с экрана, в общем-то, не работал, только на картах от Nvidia, там работает хотя бы хоть что-то, но с Radeon'ами вообще полная беда. Короче, вживую, если снимать все это прямиком с экраном, то я видел, то есть,
будем честны, там 50-60 FPS, но это именно с включенным FSR, и это по сути ну такая старая картинка Ведьмака, но с DirectX 12. В общем, разницы почти нет, но вот за счет FSR фреймрейт стабильный, и это приятно. Однако, если честно, я вообще не вижу в этом смысла в таком обновлении без трассировки лучей, поэтому да, как бы не удивляйтесь, но я решил включить трассировку на 6400, и она как бы поддерживает трассировку, эта видеокарта, ну точнее, как она поддерживает. Я-то, конечно, включил эту трассировку, но вот фреймрейт тут явно не для слабонервных, и вытерпеть здесь можно хотя бы максимум 8-9 кадров в минуту. Одним словом, лучше вообще не включать трассировку на бюджетных AMD-шных видеокартах. Возможно, топовая RX 7999 997, в общем-то, XTX версия вытащить, не знаю, там, но вот 6400 это явно чисто, ну, по приколу я запустил, ну, хотя бы FSR 2 проверить. В общем-то, друзья, 6400 с включенным Super Resolution на высоких Full HD со всеми эффектами тащит 50-60 FPS без проблем. И это на видеокарте за 12 тысяч рублей. Солнышко светило. Ну окей, ладно, едем далее, и теперь вытаскиваем эту 6400 и вставляем в ПК более мощную RTX 2060 Super, и как бы здесь уже у нас поинтереснее получается. Итак, я по традиции выставил все настройки на высокий Full HD, плюс включил все эффекты и DLSS. Я поставил тоже в режиме авто. Это я считаю оптимально для монитора Full HD, потому что если выставить DLSS в режиме, скажем, ультрапроизводительность, то будет просто ужасное мыло и прям очень все как бы замылится. Запомните, товарищи, чем выше разрешение базовое, тем сильнее можно выставить DLSS. Например, в 4К сразу можно ставить DLSS в режиме производительность. При такой-то плотности пикселей вы точно не заметите потери качества. И наоборот, с обычным Full HD лучше либо авторежим ставить, либо качество. Все остальное мылит очень сильно. Короче, с такими настройками 2060 Super выдает у нас от 28 до 30 FPS с копейками. Причем это не самые плавные 30 FPS, а, скажем так, ломаные 30, так что да, не получится нормально с лучами на 2060 Super запустить Ведьмака 3, да и при этом еще в обычном Full HD. Очень сильно, конечно, давит на видеочип трассировка, и это даже на ультра настройки, то есть и это даже не ультра настройки, а просто обычные высокие, даже не 2К или там QHD. А что будет с 2К на ультра, ну я думаю, вы сами все понимаете. Будет то же самое, что и с прошлой RX 6400 слайд-шоу. Зато у меня была возможность наконец-то сравнить визуальную часть до и после, с включенной трассировкой и без. И я скажу вам, разница, конечно, просто колоссальная. Я думаю, вы сами все видите. Mало того, что тени теперь становятся более правильными, и картинка становится прям очень такая вот, знаете, современная, так еще и отражение на воде, и всякие эффекты тоже заметны буквально сразу. Это не то обновление, знаете, что добавили там парочку отражений, какие-то блески, и на этом все. Нет, тут прям вот сильно хуже стала старая версия Ведьмака против обновленной с трассировкой. Я прошлую третью часть полностью уже давно прошел, но вот и DLC всякие там я еще не прошел. И специально вот сидел, ждал, что наконец-то выйдет новый Next Gen Ведьмак, и вот теперь уже нужно перепройти или полностью со всеми DLC. В общем-то, визуальная часть, конечно, стала заметно лучше, и это как бы спустя 8 лет. Спасибо хотя бы и за это. Ладно, едем далее, забываем про 2060 Super, не тащит она Ведьмака 3 с лучами, точнее натащит, но это 30 FPS, и это с трудом дается, и теперь на очереди последняя видяха, это RTX 3070 Ti. Это явно более серьезная железка, и стоит она полтос. В общем, по традиции все я выставил на высоких настройках Full HD с лучами, и видим с вами, о чудо, 58-60 FPS. Да, вот наконец-то мы и нашли видеокарту, что может хотя бы на высоких Full HD потянуть Ведьмака с включенным RT и DLSS в режиме авто. Но тут и не стоит сильно радоваться, друзья, потому что все равно местами есть просадки до 45, и это нестабильные 55-60. Это, я бы сказал, так знаете, честные 50 кадров, и если заехать в большую толпу, там, не знаю, с большим количеством там NPC и так далее, там в центре города, в общем, там будет 45, 38 и может даже меньше. Так что тут такое дело, как бы тащит, но не сильно. Очень тяжело дается, как бы пока что Ведьмак 3. Но давайте в конце все-таки, наверное, поставим точку в этом вопросе и выставим наконец-то на 3070 Ti ультра запредельные настройки с включенной
достойной трассировкой в 2К, то есть QHD. И знаете, друзья, все не так уж и плохо. Я ожидал будет как бы, что ну значительно хуже. Получаем как бы нормальные такие бодренькие 35-40 кадров, и местами даже бывает поднятие до 50 FPS. Очень даже достойно, но на мое личное восприятие это как бы ну не самые приятные 40 FPS. Это такие, знаете, вязкие, ломаные 40-45 и некомфортно местами прямо от слова очень. Это ну нестабильные 40-50 и как бы скачет при этом фреймрейт очень заметно. Так что как бы сложно сказать, это победа или поражение. Я не знаю, просто я вспоминаю, что это RTX 3070 Ti, что стоит видеокарта, внимание, от 50 тысяч в DNS, да и сам компьютер вот с такой видеокартой, ну в сумме стоит примерно 85-90. И вот почти сотку стоит такой компьютер, и мы получаем как бы ну 40-50 FPS. И это при этом еще не в самом центре, это не самые сложные локации, и как бы игре уже 8 лет давности, но при этом теперь уже с лучами. Это как бы ну странное чувство. Мне кажется, что можно и нужно еще поработать CD Projekt над оптимизацией, ведь немало людей, скажем так, даже имеют 40-90 и в 4К получается у них там меньше 60 FPS. И требования Ведьмака просто выше, чем в Киберпанке. Внимание, в Киберпанке с супер сложным большим открытым миром, и там с DLSS 3 версии в 2 раза больше FPS, чем в Ведьмаке 3. Выходит, что у нас новый лидер для всех бенчмарков, это 3-й Ведьмак с лучами. Забываем, друзья, про Киберпанк вот прямо сейчас. Теперь будем тестировать убийцу всех видеокарт, это 3-й Ведьмак. В общем, ждем новые видеокарты RTX 5090 Ti, чтобы были хотя бы стабильные 60 4К в 3-м Ведьмаке. Или как бы не стоит ждать, а просто нужно нормально допилить обновление, потому что, конечно, тяжело пока что все идет. Хотя и стоит признать, очень даже красиво. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам было интересно это видео. Если понравилось, то ставьте лайки и пишите свои, то есть подписывайтесь. Всем еще раз я желаю не болеть и до новых встреч на канале. Увидимся уже очень скоро. Всем удачи и пока-пока.